Всех приветствую на канале Animal World. В мороз и дождь котик выживал в одном носке, не веря в свое спасение. Этого черного молодого кота бездушные люди выбросили на улицу в аккурат перед наступлением морозов. Бедняжка не был приспособлен к таким жестким условиям и не знал, где ему укрыться от холода. В итоге не нашел ничего лучшего, как перезимовать на тепловодных трубах. Так он и сидел сутками напролет, обнимая их лапками. Одна сердобольная бабушка кормила черныша, но взять к себе не решалась. А вдруг с ней что-нибудь случится, как тогда быть котейке? Через время котик сильно простудился, и женщина связала ему теплый свитерок в виде носка. Из-за этого у Мурзика развилась кожная инфекция, так как он не мог себя всего вылизывать. Через какое-то время котейке совсем стало плохо, он стал вялым и совсем перестал кушать. Бабушка нашла номер волонтера и стала умолять спасти черного бедняжку. Женщина сразу приехала и забрала котейку. А когда сняла дома с него свитер, то ужаснулась. В некоторых местах на коже были проплешины, на шерсти виднелось какое-то шелушение и бегали полчища паразитов. В ветклинике обнаружили, что у Мурзика воспаление легких, а кроме этого пупочная грыжа и кальциевироз. На лечение потребовалось много средств и времени, но в итоге все болезни удалось победить. К котейке вернулся аппетит, и буквально за месяц он смог заметно поправиться. Залысины стали зарастать новой шерсткой, да и вся шубка стала блестящей и мягкой. Осталось только убрать пупочную грыжу и провести кастрацию. Котейку спасительница величает носком, пока не может ему придумать подходящее имя. Мурзик перезнакомился с другими усатыми подопечными женщины, и охотно играет с молодыми котами и малышами. Анастасия сейчас заботится о 68 кошках и 2 собаках. Большинству из них нужны медикаменты, проведение операций. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за просмотр.